Okay, hi guys, I'm here with Vitaly Laletin. Unfortunately, of course, he couldn't have his match at King of the Table yesterday because of travel restrictions, but hopefully he will be back soon. So first of all, could you just tell us his thoughts on the matches yesterday at King of the Table? Нет, я не был удивлен результатом, так как Дэйв Чаффи является сильным рукоборцем, который очень хорошо проработал свое боковое движение, за счет которого борется. И даже с пробитой кистью он может бороться и додавливать, что и произошло. Алекс выбил Дэйву кисть, но Дэйв все равно собрал все силы и легко утащил его к подушке. And how do you think you would do against Dave Chaffee? Я бы очень хотел бы побороться с Дэйвом. Ну, так сказать, одна из тех ситуаций, ради которых я тренируюсь, повидаться, постоять с ним за столом, попробовать его силу и понять, насколько он силен. То есть он мне всегда симпатизировал на соревнованиях с тех пор, когда я его увидел вживую, когда он боролся с Дмитрием Трубиным и выиграл его. Как свои шансы оцениваешь с ним? Ну, я думаю, что смог бы немного противостоять ему, и это будет все зависеть от той ситуации, в какой форме буду я и в какой форме будет он. Мне было бы честью побороться бы с ним. And the match before that, Hermes Wagner. И я посмотрел поединок, и я увидел, что Эрмес действительно на голову сильнее Вагнера. И достойная победа. То есть человек, насколько он тренирован, и настолько он силен. За счет этого он и выиграл. Не было никакой там удачи. Просто-напросто на голову был сильнее. And Larry Wheels still hasn't found a way to win. Is it his endurance that's his problem? He seems to run out of energy after the first. Ну, я так скажу, что травма очень сильно влияет на наши руки. Бывает иной раз, что травма просто не дает даже никак напрячься и выполнить никакое движение. Поэтому травма – это такое дело, что его нужно сначала травму залечить и в дальнейшем уже выступать, потому что с травмой бороться – это очень тяжело. What does Larry have to work on the most? What has he got to do to start winning matches? В первую очередь ему нужно отдохнуть. Набраться новых сил и выполнять правильные движения во время тренировочного процесса для того, чтобы быть еще сильнее и направить свою силу в нужное русло. Он очень сильный, но ему не хватает тех движений, которые нужны именно в армрестлинге. And we saw the women's match, Gabby. Is there any Russian women arm wrestlers he thinks could beat her? Я думаю, что нет. В России никто. Очень сильные они очень сильные. Right now, who does Vitaly rank as top 5 in the world? Ну, Леван Сагинашвили, как показывают последние поединки, да, из тех людей, кто боролся, это, конечно же, Леван Сагинашвили, Дэйв Чаффи, это Ларат Деван. На правую руку, если брать, я думаю, Дмитрий Силаев, Эрмес Гаспарини. Do you rate Dave Chaffee above Devon Larratt, or Devon Larratt better than Dave Chaffee? Я думаю, что Дэйв Чаффи сильнее, чем Девон Ларат. Yeah? Я думаю, да. And Именно сейчас, если взять данную ситуацию, я посмотрел, я наблюдал, я думаю, что да. and for you, you think Dave would be a more difficult match than Devon? Мне было бы не труднее, мне было, наоборот, интереснее побороться бы с Девоном. Все ждут этого поединка. Опять же, Девон мой друг. И, опять же, был бы дружеский такой поединок, где мы выяснили бы, кто из нас сильнее. Но интереснее было бы, думаю, побороться с Дэйвом Чаффи. And lots of people were asking about Vitaly's training. How much does he do weight training and how much is specific arm wrestling? Спарринг я стараюсь делать раз в неделю, если приходит Дмитрий Силаев. Так, на самом деле, спаррингов у меня не очень много. Делаю в основном силовые тренировки, отрабатываю ОФП, неприемлемую специализацию я делаю. И, конечно, тяжело не бороться в наше время и не понимать, насколько силен ты. Реально твоя сила, либо нет. Сегодня постоял с ребятами, понял, что еще нужно работать и есть над чем работать.
Does he have sparring partners that use the King's move a lot that he can practice against? Нет. Тренировать. Такого партнера нет. Самый сильный партнер на данный момент это Дмитрий Силаев, который очень сильный, мощный, но невыносливый. И не хватает выносливого партнера, который мог бы мне помочь в тренировках. Поэтому мне приходится в других городах искать спарринг-партнеров и с ними тренироваться непосредственно. Это вот я был в Омске у Григория Ищука, был я в Москве у Ивана Матюшенко, и мне приходится по всей России ездить, искать новых спортсменов, с которыми можно потренироваться. How much training does he do? Because obviously he works full time as well, driving lorries. How much does he actually train? Я стараюсь уделять своим тренировкам 3 раза в неделю по 2 часа. Соответственно, получается 6 часов в неделю, 24 часа за месяц. What's his weight right now, and is he still trying to increase his body weight? Вес у меня сейчас 136 килограмм, набирал до 142, решил, что оно лишнее, и немного скинул. То есть сейчас 136-137 килограмм я вешу. В дальнейшем, в межсезонье, так сказать, не с кем бороться. Я не вижу смысла держать большую массу. Это очень тяжело для моего организма, и это того не стоит. В дальнейшем, конечно, если буду готовиться на какого-то соперника серьезного, такого как Дэйв Чаффи, Ливан Сагинашвили, либо Деван Ларат, я, конечно, бы поднял бы массу до 145, до 150 килограмм. Vitaly had a match against Levin before. How much does he feel he's improved since that match? Если смотреть на мои силовые показатели, процентов на 10-15 я улучшился, стал сильнее, то есть мои руки окрепли, стали сильнее. И за счет этого могу сказать, что действительно тот Виталий, который был до этого, это другой Виталий. Сейчас Виталий совсем другой. Конечно, Ливан не стоит на месте и занимается тоже, и повышает свои силовые показатели. Опять же говорю, что стол покажет, так говорить о чем-либо. Тут можно, допустим, мне тянуть там на бицепс 80 килограмм, а Ливану 60, но у него будет кисть сильнее, и он за счет этого меня выиграет, понимаете? Вот тут не угадаешь. Just going back a little bit to younger age, childhood, at what age did you get into arm wrestling? Я начал заниматься с 2002 года, мне было 13 лет. Я считаю, что в армрестлинг, если отдавать ребят не ранее 10 лет, а то и 12 лет, самый ранний возраст, когда уже кости и сухожилия окрепнут, тогда можно отдавать ребенка в армрестлинг. И то нужно аккуратно им заниматься, чтобы не навредить. And then he started his job as a lorry driver when? And what exactly is that job? What's he delivering in his lorry? Вот, значит, с 2009 года я взял свой первый автомобиль советский, на котором начал работать. В дальнейшем появилась у меня фура, на котором продолжал работать. В 2018 году у меня появился второй автомобиль, на которого посадил водителя. И в 2020 году появился у меня третий автомобиль, на которого тоже посадил водителя. Но опять же, я сам работал, но когда я попал в топ-8, я понимал, что мне нужно что-то менять в жизни. И я садил на все свои автомобили водителей для того, чтобы не тренироваться. Опять же, это был уже второй год, топ-8 в первый год. Я не решался идти на этот шаг и работал сам. То есть сейчас, в данный момент, все мои автомобили работают, но работают без меня. Я занимаюсь организацией, занимаюсь поставкой груза. Получается, что на каждый автомобиль я назначаю свои рейсы, которые считаю нужным. А сам хожу в зал и тренируюсь. А что вы возите? Возим все подряд. Возим стройматериалы, возим продукты, возим обычную воду, одежду возим. Все, что необходимо населению, так называемые товары народного потребления. Are there any matches for Vitaly in Russia, or is he too far above the level of the other guys here? Допустим, сегодня были соревнования, на которых я мог поучаствовать и побороться, так как мы с Дмитрием Силаевым, в принципе, на правых руках одинаковые по силе. Также с Давидом Дадикяном сейчас на левой руке постояли, и я понял, что примерно сила одинакова. А меня просто взяли, посчитали ненужным в том плане, что я сильнее всех, и никто не захочет бороться, если я буду бороться. А реально я мог бы побороться.
Если взять другие соревнования, вот чемпионат Чечни будет проходить 27-28 мая, где будут выплачивать хорошие призовые. И я обязательно туда поеду и буду там выступать. Мы поедем именно с Дмитрием Силаевым и будем выступать вместе. Okay, King of the Table 3 just finished. Next is King of the Table 4. Headline match is Levon versus Devon. What does Vitali think the result will be? And what does Devon have to do to have any chance? Я думаю, что не в обиду Девону, опять же говорю, что мой друг Девон, не в обиду, конечно, сказать, что Ливан, я думаю, что реально на голову сильнее. Если Девону удастся противостоять Ливану, то есть из того уважения, что я его очень сильно уважаю, буду уважать его еще сильнее за то, что он смог подобраться в свои годы к такому сильному сопернику, как Ливан. А что ему надо делать, чтобы попытаться победить? И ему нужно тренироваться. И все, да? Получается, да. Времени не так много осталось, поэтому тут думать о хорошем и тренироваться. Does Devon have to be more heavy? Does he have to put on body weight? Надо ему вес набрать. Я так скажу, что сейчас в данный момент вес набирать ему смысла нет. Ему надо было вес набирать еще 10 лет назад. Сейчас за одно мгновение, если ты поднимешь свой вес, то твоя сила не будет такой серьезной за счет твоего веса набранного. And Vitali put his top 5 in the world. Doesn't have to be modest, but where does he put himself in there? Я пока себя не могу ни на какое место поставить, потому что я давно не боролся. Давайте поставим на 6-е место. И когда я поборюсь, там уже будем разговаривать и пробовать передвигать мое 6-е место, возможно, поближе к 1-му. 6 now, but Достойный ответ. Да, просто все ставят меня сейчас в данный момент на 2-е место, но я давно не боролся. И неизвестно, в какой я форме. Стал лучше или стал хуже. Я думаю, что вот эти вот вообще рейтинги, 1, 2, 3, 4, 5 место, можно расставлять только тогда, когда заканчивается сезон соревнований, когда вся 5-ка отборется, а не так, что тыкать в небо пальцем и не понимать. there's all the different federations. Under which federation does Vitali think is best for him? Я думаю, что мне сейчас, так как Игорь Мазуренко запретил выступать русским спортсменам в турнире топ-8, мне оставаться лучше в нейтральной ситуации. Потому что если я буду бороться и уходить опять в фар, грубо говоря, то меня опять дисквалифицируют, если я захочу побороться с тем же самым Девоном Лара, там, если мне предложат. Я буду лучше оставаться в нейтральной позиции. Если мне предложат побороться, я поборюсь. Не предложат, не поборюсь. Но идти на чемпионат России и бороться за 1-е место, я уже 10 раз там занимал 1-е место, мне смысла нет. King of the table. Yes, no problem. Я просто говорю не то, что я выбираю там Дубайскую федерацию, либо там выбираю ПАЛ федерацию. То есть есть для меня Всероссийская федерация армрестлинга и есть нейтральная федерация. То есть нейтрально это и считается, что я могу побороться и на код 4, да, грубо говоря, код 5, там, если будет. Также могу побороться и в Турции, у Терзи, и в любом другом месте. То есть, чтобы мне никто не запрещал бороться. In the West, everybody talks about Denis Plenkov and Vitali as the two wrestlers here. Does he ever train with Denis these days? And there's rumors that Denis maybe is going to make a comeback. What does he know about that? Да, я тоже слышал об этом, что Денис хочет вернуться, и если он вернется, чем смогу, я помогу, чем смогу, поддержу его. И все рукоборцы мира, независимо, живут ли они в Штатах, либо они живут в России, все будут рады этому, потому что все ждут возвращения Дениса. Но Денис молодец, держится тех правил, что как у него будет по здоровью. То есть он сейчас дает анализы, если у него все хорошо, он возвращается в спорт и будет радовать нас своими новыми победами.
Last time I think they did some training together or pulled each other. С Денисом мы тренируемся иногда вместе, так как между нами разделяет расстояние в 5000 километров, и мы очень редко с ним видимся. Но когда мы с ним видимся, мы с ним тренируемся, очень много разговариваем об армрестлинге, об развитии армрестлинга разговариваем очень часто, очень много. Как сделать так, чтобы армрестлинг вышел на новый уровень, чтобы не только там любители армрестлинга нас знали, а знал нас весь мир. Has Levon reached a point of strength that's above Denison Penkov's peak? Это очень сложный вопрос. Если взять те показатели, сколько Леван поднимал на бицепс стоя, да, у стены, я думаю, что Леван столько не поднимет. Ну, если взять эти показатели. Я тем более там очень далеко от этих показателей. Денис был. Да, сколько Денис не поднимал, да. И у Дениса очень хорошая была база, общая база хорошая была. Тут только проверить стол в первую очередь. И хотели же армфайт Дениса и Левана. Конечно, просто Денис уже постарше, годы берут свои, ему тяжелее это все наверстать. Тут я даже не могу ничего сказать. Я думаю, что каждый по-своему хорош. Вот. Who ideally would Vitaly like to pull next? The winner of Levon versus Devon or Dave Chaffee? Who's his ideal next opponent? Я бы поборолся с Дэйвом Чаффи. Я этого атлета очень сильно уважаю. И я поборолся не потому, что я хочу его выиграть или там хочу его как-то унизить чем-то. Я хочу с ним побороться, попробовать его реальную силу, потому что он на голову был сильнее Алекса Курдечи. И я хотел бы с ним побороться. Мне было бы интересно. Okay. Я хочу сказать спасибо за интервью. Я знаю, ты работаешь очень много. Ты очень добрый мужчина. So, Спасибо. good luck. Вам спасибо.